Представители знака зодиака Телец. Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, таро расклад, события на пороге декабря. Давайте узнаем события на начало месяца, какие задачи будут в начале стоять перед нами и как мы потом, что мы сможем, может быть, осуществить, какие возможности к нам придут. И правда, возможности могут быть. Более того, 13-го, даже 12-го, в зависимости от региона, у нас будет новолуние в Стрельце. Это то время, когда мы выметаем пессимизм из нашей жизни, когда больше оптимизма, больше жизненной силы, и когда мы отдаем приоритет своим желаниям, мы больше на них сосредотачиваемся. Стрелец – это всегда знак огненный, страстный, но еще и всегда оптимист, стрелец. И поэтому в целом на вторую половину декабря более такие, знаете, вдохновляющие энергии. Но, может быть, на начало еще месяца с чем-то нужно разобраться. Вот давайте мы узнаем, какие же события, с чем мы столкнемся. Может быть, какие-то задачи для вас будут стоять. Что нужно осуществить, какие возможности. И мы первые две карты достанем, что придет, что уйдет. И дальше три карты, как сами по себе события. Может быть, событие и одно. И как-то это будет взаимосвязано. А может быть и три разных. Но первое, что придет на пороге декабря или в начале месяца декабря? А что уйдет? Первое событие. Второе событие. И третье событие. Давайте узнаем, что же придет. Решение какое-то важное. Туз жезлов – это всегда возможности. Это возможности и где-то отчасти ваш инсайт. Вы как сложную загадку, ребус какой-то можете разгадать. Или с чем-то окончательно определиться, действительно, и чтобы уже где-то с 12-13 декабря, когда у нас будет новолуние в Стрельце, может быть, какую-то новую историю начать. Может быть, история-то и не нова, но это с новым вдохновением, и это может проиграться как в личной жизни, конечно же, или ваша трудовая деятельность. Больше жезлы, конечно, дела, работа, бизнес и деньги, но это ведь может быть страстное желание быть с человеком. Такое тоже вполне возможно. Но вообще по тузу жезлов это больше возможностей. Возможности, мои дорогие тельцы, к вам приходят в начале декабря. Что-то вы будете тут определенно решать наверняка. А что уйдет? По королю мечей, ну, у кого-то может проиграться буквально человек, который уходит из вашей жизни, почему нет? Может быть, ну, была какая-то, если грустная история, то вполне вероятно она завершится. Для кого-то из вас это будет означать какие-то, может быть, вопросы, которые вы решали через судебные инстанции или в высоких инстанциях, потому что по этой карте часто проигрываются, знаете, как мы идем какие-то согласования делаем, или мы хотим оформить те или иные документы, и, может быть, очень долго что-то не получалось оформить. Вот здесь мы, скорее всего, как будто завершаем, ставим точку, и благополучное время. Может быть, как раз от каких-то завершений или получений документов, возможностей, информации вы и будете с чем-то определяться, мои дорогие тельцы. Вполне вероятно. Давайте мы с вами откроем сами события. Первое событие. А вот так. Тут словно что-то с нуля. Это, конечно, не буквально с нуля, хотя у кого-то проиграется и обновление отношений. Вот, кстати, я сказала уход, да, а может быть и не уход с учетом этой карты, а даже в личной жизни это как новое вдохновение, это как узнать друг друга заново, больше чувственности, почему нет, больше азарта, больше игры какой-то в жизни, но это когда нам нравится, это само по себе вдохновение, карта шута. И даже знаете, что может быть, мои дорогие тельцы, несмотря на то, что вы как раз стремитесь к тому, чтобы упорядочить что-то. У тельца должно быть все рассчитано, просчитано, по полочкам где-то разложено. А здесь совершенно иное качество жизни. Я когда вижу эту карту, я вспоминаю слова Эйнштейна: «Только дурак нуждается в порядке, гений господствует над хаосом». И у нас нулевой аркан в этой колоде. Он действительно гений, господствует, потому что он жонглирует всем зодиаком. И первый аркан у нас маг, но у нас и нулевой аркан
в энергии мага какие-то новые возможности, перспективы. Может быть, мои дорогие тельцы, вы получите, правда, какой-то документ, и для вас откроется словно зеленый свет, чтобы вы осуществили какой-то свой проект. Дважды, с учетом туза жезлов. Может быть, есть еще и по этой карте желание переезда. Правда, проигрывается тоже. О чем говорит нам карта? Надеемся сами на себя и ни в коем случае не подвергаем себя риску. Должен быть просчет. Здесь нас что-то не должно застать врасплох. Это факт. Поэтому быть где-то материалистами все-таки придется. Зазеваться по этой карте мы точно не можем. Или рисковать своим положением, положением в социуме, может быть, вашими должностями, финансами, всем тем, чего вы уже добились. Ну, что бы тут ни было, давайте мы спросим, чем же дело кончится. Элемент новизны присутствует по первому событию. Предложение руки и сердца, правда, новое вдохновение, признание в любви, может быть, поездка куда-то, которую вы можете осуществить, может быть, вдвоем, либо к вам кто-то приехал, либо вы куда-то едете по этой карте. Само по себе хорошее настроение и вдохновение, чем дело кончится. Поэтому вы, словно в начале декабря, берете себе задел до конца декабря. И больше вот таких, как и с одной стороны возможностей, так и с другой стороны вдохновения, радости, хорошего настроения, мои дорогие, и никакого пессимизма, правда. Давайте, о чем сердце успокоится. Хотя нам эта карта не говорит, что что-то закончится. Нет, мои дорогие, не закончится. Явно будет продолжение. По рыцарю кубков, более того, как бы нам даже, знаете, как говорит эта карта, больше насладиться этим моментом. Именно в моменте здесь и сейчас, вот этого периода, может быть, начала декабря или где-то с заходом на вторую половину. Но пока еще таких грандиозно фундаментальных планов все же по этой карте мы не строим. Давайте, чем же сердце успокоится? У вас очень сильная позиция. И карта силы это вот как у карты мага. Это все в ваших руках. Самое главное эмоции держать на коротком поводке. Никому мы ничего не доказываем. Все же больше быть великим манипулятором. Даже в хорошем смысле. Ведь вся наша жизнь, она не из доказательств состоит, увы. Никогда мы какую-то свою точку зрения продавливаем. Или человек в отношении нас. А тогда, когда мы сумеем общие точки как раз интереса, может быть, найти, или когда мы сумеем договориться, вот по карте сила, девушка, как будто лев, это прообраз нашего эго, и вам придется, с одной стороны, держать руку на пульсе, все контролировать. У вас позиция, у вас любое дело может быть осуществлено, у вас два старших аркана. Хоть личная жизнь, хоть ваши заработки, ваши амбиции, мои дорогие тельцы, это вас радует и вдохновляет уже на последующий период времени. Правда, тут что-то вы можете видеть уже на начало декабря, лед тронулся, и точно, вот какой-то проект словно выгорит, получится, дважды получится. Ладно, давайте посмотрим второе событие. Уделите внимание личной жизни, посмотрите, десятка кубков. Ну, здесь не просто... Если мы про рыцаря кубков говорили, не забегаем далеко, а здесь как раз мы итог какой-то получаем. И начало декабря 4 числа Венера в Скорпионе, мои дорогие тельцы, вас это как раз ваша Венера. И это возможность сделать, может быть, важные разговоры, проговорить, задать важные вопросы, не додумывать самому или самой. Как будто вот такой диалог в спокойной какой-то манере, он способствует откровению и искренности. И здесь десятка кубков, это сама по себе карта, ну, вершины благополучия, правда? Может быть, как признание в любви и предложение руки и сердца у кого-то. Может быть, вам будут делать, может быть, вы будете делать. Или вы будете строить планы на будущее по совместному куда-то переезду. Или есть вопросы семьи или личной жизни, которые вас дважды, трижды, десятка кубков, как и радуют и делают счастливыми. Вообще очень продуктивный период начала декабря. На пороге радости, возможности и сильная ваша позиция. Давайте мы спросим, чем дело кончится. Для кого-то из вас по пажу мечей мы, знаете как, мы можем искать информацию недостающую, если мы не верим или можем мы как раз совершить вот эти самые разговоры, чтобы
то, что было за гранью, или то, что было для нас как тайна, стало явным. По пажу мечей мы ищем информацию. И, кстати, нет никаких эмоций по этой карте. Как будто знание сила. Есть какая-то конкретика, и вы можете эту конкретику как раз узнать для того, чтобы с чем-то определиться. Хорошо, дело нам тоже не говорят, что как будто закончится. Продолжение следует. Но для вас, вот посмотрите, сильная позиция, нам говорят. И все-таки какой-то рационализм у вас, король мечей, выпадает. Это тоже отчасти вам совет быть вот в таких холодных энергиях. Где-то придется, видимо, с эмоций переключаться на какую-то злобу дня или конкретику жизни. Может быть и так. Или это у нас с позиции что-то уходит. Может быть, были какие-то вопросы, недосказанности, если вот мы говорим по королю мечей, а здесь по пажу мечей мы как раз ищем информацию, ее находим. Что-то становится на свои места по этой карте. У кого-то это могут быть, если мы говорим семейные вопросы, и чем дело кончится. Какой-то вы вопрос, связанный с ребенком, будете решать. Может быть, это уже взрослый ребенок. Или он планы строит, вы как-то будете ему помогать. Но есть уже определенная тема для обсуждения, у кого-то проиграются дети. Чем сердце успокоится, десятка кубков, хотя сама по себе карта нам уже про успокоение. Вы знаете, правда, вы какую-то сложную задачу можете решить по тому вопросу, который прежде, может быть, вызывал досаду. Или вы могли что-то осуществить, а это дело словно не продвинулось. Может быть, было много усилий, времени потрачено, а все равно какой-то был стопор. И знаете, вот с учетом уже теперь 3 карт, чем сердце дело кончится, чем сердце успокоится, вы можете кому-то и отказать, правда, и в чем-то поставить точку. Вам не захочется словно впустую тратить свою энергию, силы, может быть и финансы. И что-то вы тут можете переиграть. Вы можете действительно найти какую-то информацию, или к вам приезжает человек, который информацию эту приносит. И для вас это, знаете, с одной стороны, приятные эмоции, но, мои дорогие тельцы, здесь, знаете, правда, не буду врать, может быть, как ложка дегтя. В каком плане? Вроде все хорошо, вроде есть перспективы, но есть один какой-то маленький пункт, который вам может не понравиться. Может быть, нам карта и говорит, подожди выносить вердикты какие-то. Может быть, понаблюдай. Вполне вероятно, вот этот элемент новизны по нулевому аркану. Мы еще что-то как будто не видим. Мы что-то не сможем просчитать наперед. Но внутреннее состояние может быть таково, что из приятных эмоций вы вдруг к чему-то быстро охладеете. Вот такое вполне вероятно. Дайте я спрошу, а совет от карт? Ожидания, не торопитесь, правда. У кого-то вопросы, касаемые вашей личной жизни, что-то вроде проясняется. Есть какое-то предложение. Но в то же время есть то, что вам не нравится, а в карте совет нам говорят: не торопись. Правда, почему говорю про личную жизнь? Потому что, опять же, часто проходят кубковые карты двора, как взаимоотношения либо с нашими супругами, либо с нашим партнером. Давайте мы первую совет достанем. Карту совет. Чего-то упустить вы точно не должны. Знаете, правда, рано выносить вердикты, как ни странно. Перед вами открываются новые возможности, но их просчитать на начало декабря невозможно. Как-то вот либо сами по себе события не развились так, как должно, либо вы чего-то не видите, не знаете, можете додумывать и не совершите какой-то ошибки, вынося кому-то жесткий такой вердикт, правда. Не торопитесь, вам это точно будет помогать. Давайте мы посмотрим 3 событие. Ожидание, 7 пентаклей. Правда, 2 половина декабря у нас может быть сопряжена еще и с ретроградным Меркурием. Как раз хоть и у нас в Стрельце будет новолуние, но еще 13 декабря ретро-Меркурий. И он пробудет в ретро-движении до 2 января. И это всегда какие-то задержки могут быть. Может быть, как-то правильно распределить средства. Или могут где-то
те средства, которые вы думали, вы получите в начале декабря, они тоже могут так вот, ну, немножко быть отсрочены, вполне вероятно. Но деньги вы получаете в любом случае. Или это какой-то ваш вопрос, вот с учетом вот всех этих карт, может быть, это как-то взаимосвязано, и позиция сильна, вроде и счастье, вот оно уже у вас в руках, и в то же время есть какая-то задержка. Знаете, главное, словно не сорваться с крючка. В каком плане я имею в виду? Не сорваться на эмоции, мои дорогие. Правда, тут может вас что-то раздосадовать. И знаете, вот как, была не была. Телец держится и терпит долго, понимает долго. Но вот бывает та последняя капля, когда можно пойти в разнос. Не пойдите. Тут что-то у вас будет через какой-то промежуток времени. Давайте, чем дело кончится, мы спросим, что же это за семерка пентаклей. Вам ничего не мешает, у вас, правда, очень сильная позиция, и что-то у вас тут, я бы сказала, дважды, как и по работе, так и по личной жизни, точно перспективно. А восьмерка мечей– это карта внутренних страхов, и карта говорит, не мешай себе, чем дело кончится. Если вы не будете себе мешать, то дело кончится изобилием и процветанием, а чем сердце успокоится. Да, вот есть какой-то, посмотрите, период, когда вам придется подождать. Мои дорогие тельцы, как бы не хотелось пропедалировать какую-то ситуацию, на начало декабря точно нет пока точной картины. Карта Луна, во-первых, на всякий случай скажу, вы не должны с чем-то просчитаться. Увы, проходят, когда, знаете, мы не должны быть, к примеру, в толпе. Если мы оказываемся, значит, нам в обратном направлении как будто. Мы не должны себя подвергать риску дважды. У вас еще тем более аркан шут. Но я надеюсь, что это не для многих проиграется. Это словно мы можем оступиться в чем-то, понимаете, совершить ошибку. Это не есть что-то глобальное. Но вполне вероятно, что от неправильного какого-то нашего решения или шага мы как раз в эту глубокую философию можем соскользнуть и потом сожалеть, мои дорогие, что мы как-то поторопились с какими-то вердиктами. Вот это может быть. Ссора может быть, правда? Хотя ничего не предвещает. Давайте карту совет достанем. Вот сохраняй все то, что ты имеешь, от начала до конца. Время все расставит по своим местам, позициям и временным рамкам, наверное, тоже. Король Пентаклей– это ваша карта, пусть даже меня девушки, женщины смотрят. Это прочная позиция, да, для вас где-то больше мужских энергий, может быть, вы решаете даже хрупкие девушки решаете вопросы по финансам, по собственным, опять же, достижениям, амбициям, по собственному бизнесу. И здесь нет места просчету. Здесь все контролировать. У вас еще раз нам говорят о том, что все под контролем. И то, что, может быть, выстраивалось долгое время в карте совет, не должно быть разрушено, мои дорогие, из-за какого-то импульса или из-за какой-то ошибки, или, что удивительно, у вас, мои дорогие тельцы, закончилось терпение. Поэтому все карты нам и говорят, для вас говорят, продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы и любимы всегда.